История, которую мы рассказываем себе, определяет наше восприятие мира. Когда мы создаем трудности в своей жизни, это подтверждает убеждение, что жизнь сложна, что кто-то другой в этом виноват, что это обстоятельства прошлого создали такую ситуацию. Хорошо, давайте уберем человека, который это сделал, давайте отправим его на Луну, давайте сотрем ваше прошлое. И что теперь? Что вы сделаете? Вы все еще должны что-то делать, верно? Вы все еще живы, и я говорю, что мы уже знаем, как это сделать. В нас заложено быть творцами. Мы созданы для этого. То, что мешает нам в большинстве случаев, это гормоны стресса, потому что жизнь в постоянном стрессе – это жизнь в режиме выживания, а жизнь в режиме выживания – это жизнь в чрезвычайной ситуации. В чрезвычайной ситуации нет времени для творчества, нет времени открыть свое сердце, нет времени учиться, даже нет времени сидеть спокойно. Большинство людей, живущих в стрессе и режиме выживания, не могут верить в будущее, потому что для них это не время для творчества. Однако, доведение людей до момента, когда они принимают решение, чтобы с уверенностью начать думать, должен быть лучший способ, должно быть что-то другое. Это начало пробуждения. Этот процесс пробуждения обычно происходит, когда люди достигают самой низшей точки, когда они касаются дна, потому что тогда они могут увидеть себя глазами кого-то другого. Вы чувствуете себя таким измененным, что не хотите отвечать на сообщения, не хотите идти на ужин с друзьями, не хотите смотреть свое любимое телешоу. Вы просто отключены, и вот тогда вы начинаете наблюдать за собой. Но зачем ждать этого? Вы можете учиться и меняться через боль и страдания, или вы можете учиться и меняться через радость и вдохновение. Если вы каждое утро просыпаетесь, определяясь видением будущего, а не воспоминаниями о прошлом, и вы встаете вдохновленным от своего возвышенного «я» вместо ограниченного «я», то вы можете наблюдать за старым «я» из вашего возвышенного состояния, а не из уменьшенного состояния. И люди это делают. Таким образом, люди осознают эти мысли, и да, это требует усилий. Если бы это было легко, то все люди бы это делали. Но просто потому, что у вас есть мысль, это не обязательно означает, что она верна. Когда вы начинаете рассматривать и наблюдать эти мысли, я думаю, что вы похожи на Гэндальфа, потому что Гэндальф тоже говорил «ты не пройдешь», когда он имел в виду, что это связано с мыслями и с серьезностью в том, как мы принимаем решения и судим о вещах. Это вид энергии или намерения, который начинает создавать самые значительные изменения в квантовом аспекте нашей жизни. Преодоление нашего тела, нашей среды и времени не просто, но оно того стоит. Потому что как только мы отключаемся от трехмерной реальности, мы входим в совершенно другую реальность, называемую квантовой, миром бесконечных возможностей. Описание этой реальности довольно сложно, потому что она отличается от всего, с чем мы знакомы в физической вселенной. Правила ньютоновской физики, способ мышления, к которому мы привыкли, просто неприменимы к квантовой физике или объединенному полю. Это невидимое поле энергии и информации, или можно сказать поле интеллекта или сознания, которое существует за пределами пространства и времени. Ничего физического или материального там не существует, и это выходит за рамки всего, что вы можете воспринять своими чувствами. Это объединенное поле энергии и информации управляет всеми законами природы. Ученые работают над количественными измерениями этого процесса, чтобы мы могли более полно его понять, и они все время открывают все больше и больше. Исходя из моих знаний и опыта, я верю, что существует самоорганизующийся интеллект, который является энергией и наблюдает за вселенными и галактиками, придавая им порядок. Иногда люди говорят мне, что эта идея кажется немного ненаучной. Я всегда отвечаю им одним и тем же вопросом: что происходит после взрыва, порядок или беспорядок? Их ответ всегда таков, что результатом является беспорядок. Затем я спрашиваю, почему после большого взрыва, который был самым масштабным взрывом из всех, был создан такой порядок? Какая-то интеллектуальная сила должна организовывать свою энергию и материю в форму и объединять все силы природы для создания такого шедевра — этот интеллект. Эта энергия — квантовое или объединенное поле.
Чтобы дать вам представление о том, каково это поле, представьте, что все люди, тела на Земле, все животные и растения, все физические объекты, как естественные, так и созданные человеком, все континенты, океаны и даже сама Земля исчезли бы. Представьте, что вы могли бы затем убрать все планеты, Луну, звезды и нашу Солнечную систему, включая наше Солнце. А затем представьте, что вы убираете все другие солнечные системы в нашей галактике, а затем все галактики во Вселенной. Здесь нет воздуха и даже света, который можно увидеть глазами. Здесь просто абсолютная тьма, пустота, нулевое поле. Важно помнить об этом, потому что когда вы, как сознание в настоящий момент, раскрываетесь в объединенное поле, вы окажетесь в бесконечном черном пространстве, лишенном чего-либо физического. Теперь представьте, что здесь вы не только ничего не видите, но и потому что вы входите в этот мир без физического тела. У вас также нет зрения, чтобы видеть, нет способности слышать, чувствовать запах или вкус. Здесь у вас нет никаких чувств вообще. Единственный способ существовать в квантовом мире — это как осознание, или лучше сказать, единственный способ испытать этот мир — это через ваше осознание, а не через ваши чувства, поскольку сознание — это осознание, и осознание — это обращение внимания и замечания. Когда вы выходите за пределы мира чувств и обращаете внимание на энергию квантового поля, ваше сознание соединяется с более высокими уровнями частот и информации. И хотя это может звучать странно, квантовое поле не пусто. Это бесконечное поле, наполненное частотой или энергией, и каждая частота несет информацию. Представьте квантовое поле как наполненное бесконечным количеством энергии, вибрирующей за пределами физического мира материи и за пределами наших чувств. Невидимые волны энергии доступны для нас для использования и творчества. Что именно мы можем создать с этой энергией, плывущей в бесконечном море потенциала? Это зависит от нас, потому что, коротко говоря, квантовое поле — это состояние, в котором существуют все возможности. Когда мы оказываемся в квантовой вселенной, мы существуем просто как сознание, а конкретно как осознание, которое обращает внимание или наблюдает за полем бесконечных возможностей, существующим в рамках еще более великого сознания и более высокого уровня энергии. Когда вы входите в это бесконечное пространство, как осознание, где нет тел, людей, объектов, мест и времени, вместо этого существуют бесконечные, неизвестные возможности, как энергия. Если вы обнаружите, что думаете о знакомых вещах в вашей жизни, то вы вернулись к трехмерной реальности пространства и времени. Но если вы сможете оставаться в темноте неизвестного достаточно долго, это подготовит вас к созданию неизвестного в вашей жизни. Когда я говорил вам вернуться в настоящий момент, я имел в виду, что вы должны остановить себя от мыслей о предсказуемом будущем или о воспоминаниях о знакомом прошлом и просто раскрываться в это вечное пространство как осознание. Больше не сосредотачивая свое внимание на чем-то материальном в этой трехмерной реальности, таком как ваше тело, люди в вашей жизни, вещи, которыми вы владеете, места, которые посещаете и само время. Если вы это делаете правильно, вы становитесь ничем иным, как осознанием. Путешествие обратно к источнику, путешествие к единству, путешествие обратно, к которому каждый приходит. Вы можете быть кем угодно в трех измерениях. Вы можете быть любым персонажем в виртуальных реальностях, в симуляции, которую мы испытываем. Но если каждый день вы живете теми же эмоциями или не можете встать с постели, потому что можете предсказать чувства всего, что произойдет в вашей жизни, то ничего не изменится, пока не изменитесь вы сами. Открытие заключается в том, что большинству людей нужно достичь самой низшей точки в своей жизни, когда ничто не устраняет это чувство, чтобы наконец посмотреть на то, как они думают, как они действуют, как они чувствуют. Мое сообщение: зачем ждать этого? Итак, то, что мы открыли, это то, что за 7 дней наше научное исследование настолько убедительно показывает, что за 7 дней происходит целый ряд биологических изменений в организме человека, так что он фактически начинает выглядеть так, будто живет в новой среде, в совершенно новой жизни. Представьте, что произойдет вместо этого, если вы способны отвлечь свое внимание от физического мира и окружающей среды.
Когда вы отвлекаете свое внимание от своего тела, вы перестаете быть телом и больше не имеете доступа к чувствам. Когда вы отвлекаете свое внимание от людей в вашей жизни, вы становитесь никем, и поэтому у вас больше нет идентичности как родителя, партнера, брата или сестры, друга или представителя какой-либо профессии, религиозной группы, политической партии или национальности. У вас нет расы, пола, сексуальной ориентации и возраста. Когда вы отвлекаете свое внимание от объектов и мест в физической среде, вы перестаете быть чем-то и где-то. Наконец, если вы отвлекаете свое внимание от линейного времени, которое имеет прошлое и будущее, вы находитесь вне времени. Вы находитесь в настоящем моменте, в котором существуют все возможности квантового поля. Поскольку вы больше не идентифицируетесь с физическим миром и не связаны с ним, вы больше не пытаетесь воздействовать на материю материей. Вы выходите за пределы материи и за пределы того, что определяете себя как тело в пространстве и времени. В очень реальном смысле вы находитесь в огромной черноте объединенного поля, где ничего материального не существует. Это прямой результат вашей работы для того, чтобы оказаться в настоящем моменте. Как только это происходит, вы направляете свое внимание и энергию в неизвестное поле за пределами материи, где существуют все возможности. Поле, состоящее из ничего, кроме невидимых частот, несущих информацию или сознание. Подобно ученым-квантовщикам, которые отвлекали свое внимание от электрона, чтобы обнаружить, что он превращается в энергию и возможность. Если вы отвлекаете свое внимание от своей жизни и выходите за пределы воспоминаний о ней, тогда ваша жизнь превращается в возможность. В конце концов, если вы сосредотачиваетесь на известном, вы получаете известное. Если вы сосредотачиваетесь на неизвестном, вы создаете возможность. Чем дольше вы можете задержаться в этом поле бесконечных возможностей, как осознание, осознающее, что вы осознаете, в этом бесконечном черном пространстве, не направляя внимание на свое тело, на вещи или на людей, места и время, тем больше энергии вы вкладываете в неизвестное, и тем больше вы будете создавать новый опыт или новые возможности в вашей жизни.